Здравствуйте, спасибо вам большое, что вы нас пригласили. Сегодня мы приехали на исследовательский центр к Марику Рыжняку. Сам центр досліджень – to три разных, gdzie работают и химики, и науковая часть. Есть разные оборудования, которые позволяют нам. 365 дней иде вегетация, и мы можем влиять на разные параметры. Мы не хотим сразу сказать, мы самые наикращие, наилучшие и так дальше, потому что мы об этом знаем. Вот как нужно презентовать свою компанию. Заезжаем на поле и сканируем почву до глубины метра. Это живая технология. Запитания с разных рынков. Надо какие-то изменения для них, чтобы она самая лучше работала просто на... Но я не видел такого подхода. Все собирается, я вижу, все новое распаковывается. Это есть сканер 3D, которым мы сканируем данный деталь. Сколько времени делался проект? С вкопания углового камня с начала стройки до... Это стояло где-то приблизительно... Dzień dobry. Panie Marku, witam, to Maksym z tej strony. Z BZAgro, co nagrywaliśmy na centralnych targach rolniczych z panem Żyjem. Tak, witam. Bardzo dziękuję i mojego dnia życzę. No, do widzenia. Четвертый, послезавтра. Послезавтра. Ура! Послезавтра едем к Марику на Амзуре. Снимем центр исследовательский, который он открыл 16 числа прошлого месяца. Так что, ребята, будет очень интересно. И мы будем первые, кто покажет вам это. Настроение бомба. Так, друзья, мы находимся сейчас в Варшаве. Выехали 2 часа назад из Люблина и едем в путь, дорога дальняя. 600 километров от Люблина нам ехать, плюс-минус, там, может меньше, чуть 560. Мы уже в Варшаве, осталось где-то 300 с чем-то километров. 300, да, ровно? 300 ровно. Добрались, ребята, до отельчика. Не могли найти по дороге ничего, но нашли. Поспим сейчас 3 часика и в бой. Вот так вот. Дорога шикарная. Целая дорога, автобаны. Все освещается. Круто. Проехали уже 500 километров на одном дыхании. Finna jump for the shit, all top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line with your fall through with the light sticks. Maybe help me spark the ideas. We got nowhere else to go, it's only up from there. I've been on my own, just running through the field, say vivid for the ears. I know that's how they like it. Yeah, I fantasize it. Tell me that it's real when it's all said and done. I said it how I feel it. I let them hear the fear of a passive aggressive angry black man with a passion. Steady grip when I shoot to the stars with a full clip. Trying line with a loose leaf, then I proofread till I lose sleep. Couldn't handle the truth, you bed with the writing. Love at first sight shit, art over hype shit. Need a sound bite for the time capsule. Press play, they pause time for a bit. Sitting out a minute, could they could get them in love. Финишная прямая нашего пути длинного. Погодка сегодня шикарная. Я уже подъезжаю. Да, это есть Марик Попалява по левой стороне, а по правой стороне вот исследовательский центр. Мы уже на месте. Впечатление первое очень круто. Исследовательский центр. Будем делать очень крутой контент. Поддерживайте нас. Обязательно ставьте комментарии, лайки. Подписывайтесь на канал.
так вот выглядит конференц-зал на исследовательском центре. Здесь сейчас будет у нас подготовочка. И начинаем. У нас połowa wywiadu zagrał z Hero. Tam ludzie będą pan zapisali, że przyjemnie, że pan potrafi po to jest bardzo rzadko spotykane. Jak я настроюсь, как говорю по-украински, то я по-украински начинаю говорить, размовлять, да, а как я по-россии на русском говорю, то потом на русском. Центр исследований инноваций построен до этого, чтобы развивать технологию Зури, тоже удобрения и кондиционеры водоаграми. Сам центр исследований это три разных частины. Первая это лаборатория доследований разных направлений. Вторая это лаборатория химическая, а третья это лаборатория машиностроения. Здесь комплекс это 1800 квадратных метров приблизительно. Вся площадь это 5000 квадратов. Сам центр вообще экологический. Он топит с тепла земли. Это есть 28 насосов, которые качают воду с глубины. И они все работают просто по электрике, но электрику нам делают солары, панели, которые солнечные батареи, которые есть наверху на крыше. И тут можно посмотреть, как работают эти панели. Это мы все данные показываются, сколько выдает энергии за последний день, за последнюю неделю, за последний месяц и с начала работы. Это получается полностью экологическое. От солнечной батареи идет электроэнергия, с помощью электроэнергии насосы качают воду, обогревается все, даже и климатизация на этом работает. А до этого кондиционеры, моим в виду, а до этого еще есть у нас станция, где мы заражаем электроавтомобили. И мы полностью будем переходить тоже, первые электроавтомобили у нас уже есть, и мы полностью будем переходить тоже, чтобы... Вся компания была на экологичном. Весь экологичный подход. Потому что мы делаем проэкологическую технику и технологию Зури. Делаем проэкологические удобрения аграми и хотим просто... Чтобы все было экологично. Все было, чтобы мы нашу планету оставили не только для себя, но еще для внуков, правнуков. Тут у нас есть лаборатория растениеводства, есть, где мы можем испытать любые насения, любые в разных размерах, в разных проблемах, и белок, и клейковину, и сам фотосинтез, сколько хлорофилла и так дальше. Это много оборудований. Хочу сказать, только я даже не о всем буду говорить, потому что у нас очень много всего. Больше 130 разных оборудований, лабораторических. Тогда тяжело бы было всем говорить. Я просто хочу сказать, что это лаборатория растений. Тут лаборатория микробиологическая и разные веса, которые позволяют нам делать доследования. Это круто. Тут как Здесь раз что? идет обучение насчет, это лаборатория почвы. Тут Исследуют почву, то есть в этой лаборатории. Почву, исследуют корневую систему, которая есть в почве, которая развивается. Есть разные оборудования, которые позволяют нам следить за корневую систему весь год, как развивается, в какую сторону, что на нее влияет, почему она хорошо или плохо развивается, это все. Ага, да. Все понятно. Так, идем дальше. Здесь люди обучаются у нас.
фитотроновая камера у нас так называется. Фитотронова, да? Да, фитотроновая. Это 365 дней идет вегетация, и мы можем влиять на нее, потому что у нас мы можем влиять на разные параметры, на влажность, на температуру, на разные длины светла. То есть здесь мы можем исследовать в этой лаборатории, при какой температуре что лучше растет, как... Да. Не только... Можно, да, заглянуть? Да, пожалуйста. Мы тут начинаем как раз первые эксперименты. И когда уже здесь, например, исследуется вегетация, да, растений, тогда, например, вы за целый год можете определить, при каких условиях та или иная культура лучше развивается. Мы да? можем просто разные эксперименты тут делать. Но самое главное, что мы не зависим от вегетации, потому что доследование в сельском хозяйстве сделать очень тяжело, потому что период вегетации один раз в год. И мы один раз в год можем заложить эксперимент. Ну, если это на поле, например. На да? поле, да. да. Один раз в год. А тут в этой можем постоянно, 365 каждый дней в году день можем закладывать исследовать. какие разные, и можем исследовать разные. Мы тут исследуем нашу технологию Мзури, але исследуем тоже препараты аграми, как они влияют на растения, чтобы подобрать правильные удобрения, набор разных микроэлементов полезных для растения. И в составе таким, какой растению нужен. Делали то побольше с разными университетами, но сейчас мы можем просто... Сейчас в университет сюда сделали свой университет, как бы внутренний. В большем количестве можно так сказать. Тут есть лаборатория температур, есть морозилка, есть холодильники, есть печи, в которых мы подготовляем разные растения, подготовляем пробы до использования и так дальше. Ага. Круто. Я первый раз в жизни такое вижу. Тут есть кабинеты, офисы, где работают и химики, и науковая часть этого центра дослежень, потому что понятно, что надо, чтобы люди, которые разбираются в этом, занимались, да? Давайте пошли дальше. Может быть интересно, тут еще есть... Все будет интересно, нашим зрителям особенно будет интересно. Тут есть тоже лаборатории, которые подготовляют все пробы до исследования. Оттуда приезжают вся почва, все растения, которые мы потом То есть прямиком с поля берется почва, да, приезжает сюда? Приезжаем, подготовляем просто до исследования тут и потом... Ага, и потом уже, например, в этих, там, что вы показывали, лаборатория, я понял, подавляется почва, высевается и... А тут разные пробы будут, мы будем держать. Стеллаж для разных проб. Да. А тут Так. главная химическая лаборатория, где есть разные оборудования, я даже не хочу сейчас рассказывать, Потому что очень много всего. чего это все. Это химики этим занимаются, тут много разных оборудования, как раз сейчас запускаем эту лабораторию тоже идут обучения по разным оборудованию, разным анализам и так дальше. Потом одно оборудование делаем много разных анализов, но надо их все изучить, как подготовить пробу и так дальше. И то есть это полностью целый год, круглый год это будет все исследоваться. Круглогодно будет это работать для того, чтобы еще учить наши препараты, чтобы еще учить все, что влияет на работу фармы. Можно вопрос? И получается потом вы исследуете, находите, например, лучшую технологию, которая может быть, и потом будете ее продавать на рынок или делать удобрения и продавать? Может не сразу лучшую технологию, но мы будем смотреть, в какую сторону нам надо двигаться дальше. Будут какие разработки или будут новые идеи, улучшить, изменить и так дальше. Мы хотим в этом направлении работать.
мы не хотим сразу сказать, мы самые наикращие, наилучшие и так дальше, потому что мы об этом знаем. Вот это правильно, Марк, опять. Вот как нужно презентовать свою компанию. Это шутка-минутка. Шутка-минутка, да. Не продаем просто только агрегаты. Мы думаем об этом, чтобы людям, которые нам доверяют, которые скупили наши технологии, которые скупили наши удобрения, чтобы им было самополезнее. Полезно, выгодно. Не только мы останавливаемся на месте и кажем, о, мы хорошие, мы самые лучшие Не только в мире, продаем, да, и так технику. дальше. Мы думаем об этом, что будет в будущем. Что надо еще, чтобы это все шло в Технологию продвигать Да. дальше. Да. Здесь что у нас за ангар такой? Тут большая химическая лаборатория, которая как раз мы уже запускаем тоже. Тут еще все складено, мы сейчас раскладаем эти все вещи. Только в процессе сборки это все, как бы, В процессе сборки, потому что не все сразу. да. Не все сразу понятно. Но одна интересная вещь это сканер почвы. Электромагнитический Магнитный сканер почвы. Заезжаем на поле и сканируем почву до глубины метра. До метра сканирует полностью всю почву. Всю почву. И что мы получаем? Получаем, какой состав почвы на глубине метра, чи есть пужная подошва, чи ей нету. Какие уплотнения почвы, потенциал урожайности почвы и так дальше. И так дальше. Это агрегат подключается к трактору и на компьютер уже выдает, да? Включается трактор и потом он сканирует. Но это трактор всё едет, сканирует и переносит, собирает данные. собирает данные, мы делаем мапу, с которой все уже видно, где какие грунты, где какой потенциал. Очень хороший в мозаичных почвах, очень хороший в убитых почвах, где Сложно, где как бы, да, сложно проверить. работать, где тяжело определиться Какую по культуру. уплотнению почвы и так дальше. И так дальше. А такие сканеры это вообще новое что-то, да? Но Или это в уже... Польше, Польше нету? Я думаю, может какой-то есть. Тяжело мне сказать. Это ангар, в котором, да, мы презентуем сейчас съемку, но мы делаем какие-то изменения. Это живая технология, да. Есть вопросы, есть разные запитания с разных рынков. Как раз у нас сейчас с Африки, с В Танзании, Танзании, да. приехали люди, у них есть свои проблемы с почвой. почвой. Надо какие-то изменения для них, то мы... Вы сразу же внедряете для Мы того, чтобы внедряем, работала на чтобы тех она- почвах. Да, чтобы она самая лучшая работала просто на этих. Но я не видел такого подхода еще, как у вас, чтобы производитель думал еще о каждой стране, куда продают эту технику и о почве, которая там есть. В Танзании очень сухая почва, Есть да? разная почва. Разная есть, да? Все зависит в каком регионе. В каком регионе, я понял. А тут уже наш механический центр, разные, с одной стороны, исследования, а с другой стороны, подготовляем уже узлы новые, которые мы придумаем. Тут есть машины CNC, на которых можем сделать разные узлы. Есть сварки, которые... То есть в том отделе вы придумываете, например, новые какие-то да, новые какие-то внедрения, да? запускаем сейчас. Ну, здесь компрессор стоит и плазма. Нет, да, стол какой-то. Ну, как раз тоже мы... Все собирается, я вижу, все новое распаковывается, собирается. А это что за станок? А это там, где мы бляхи... А, выгинаете. надо углы, Я понял. делать, Выгинает угол то блях. делаем. А это очень интересная вещь. Это испытательный стол, можно так сказать, в котором мы прочность всех деталей Проверяется на прочность металла. Прочность металла, прочность узлов. Как раз давляют, растягивают на разные... Дребезжание, да? Да, это 2 миллиона циклов делают, например, за 10 дней. Мы все получаем информацию на компьютере
И мы можем сказать, прочность хорошо сделанный узел, То хороший есть ложится сюда узел или какая-то деталь, и она 10 дней проверяет ее. По-разному. Ну Всё как зависит- какую? Все зависит, что, какое и сколько надо, сколько нужно. Да? Вещь, в которой мы будем испытывать краску, разные кислоты, разные температуры. И Краска, которой красится техника ваша. красится техника, мы закидаем просто и смотрим, czy ta kraska держится хорошо, czy nie będzie problem, jak удобрение будет на Ну, этой не будет краске влиять. удобрение разъедать ее, и не будет не будет элементарно... реагировать прямо с краской. Классно. Принтер 3D, 3D принтер. в котором мы делаем разные детали, которые мы уже придумаем с самого начала производства. Да? Есть разные испытательные оборудования, которые там испытуем металл, какие Другие элементы. твердость металла, да, прочность. И получается, на этом принтере уже можно любую деталь будет сделать? Да, ну, например, мы сделали что такое. Может, ну, на то свет. очень несложно, но... Но просто это уже на принтере мы делается. делаем один до одного, что самый простый такие детали. Мы хотим просто один в один, чтобы сделать на принтере, Ага. посмотреть, чи подходит, чи Ага, а потом хорошо, уже на производство. А потом уже делаем А, с то есть металлом. это только для начала, для исследований получается. да. Подходит или не подходит? Я понял. А чтобы показать уже, это есть сканер 3D, который мы сканируем данный деталь. Например, такую вещь Может, на стол? кладем, сканируем просто На высоте, его, Макс. да, и мы получаем все размеры сразу на компьютере. Мы можем сделать себе сразу Сразу 3D модель. 3D модель можно сделать на компьютере. И Это- принтер это все сразу может И сделать. принтер сразу раздрукует нам. Тогда очень быстро получаем все информации. Принтером 3D очень быстро, потому что мы получили на компьютере какую деталь, да? Закидаем на принтер, и он нам уже друкует. Пару минут Там делает. никто не думает, чтобы что-то сварить, куда сварить и так дальше. Получаешь деталь на 3D, да? И потом думаешь, как его Применить дальше. Применить, как его хорошо сделать. Ну вообще, в общем, эта деталь как бы может дальше служить, например, уже в... Или Деталь это с 3D, оно не работает, оно просто есть только до этого, чтобы для исследования, и все. в размере один в один. В один. Я понял вас. Тут сверху офисы конструкторов, которые тут работают, тут инженеры, которые работают на этих. Можно эти машины так подснять, да, такие? Это станок CNC, да? Вот этот. Токарный станок получается. Это токарный станок. Вот так вот все работает. Сразу же изготавливают детали. Сколько времени делался проект именно этого исследовательского центра? Сам проект, стройка, да, с нуля. Сам проект делался 2 года. У нас, не знаю, что у вас уже называется камень, угловый камень. Угловый? Есть у вас такие Угольный. угольный камень? Есть, да. Як Угольный начинаешь какую стройку, закопаешь угольный камень. Есть у камень. вас Это традиция такая, Така да? традиція. Есть, да. Да? Да. Так от вкопання углового камня з начала стройки до этого 8 месяцев, до выпуска, То есть- до открытия. В 2 года готовился проект, и за 8 месяцев уже это все построилось. Мы все построили. Быстро. Если такой вопрос задать, секрет, ну, то есть секрет, не секрет, сколько вообще приблизительно хотя бы инвестиций потребовалось для того, чтобы вот такое вот что-то построить? Тут, тут нету никаких секретов. Это стояло где-то приблизительно 27 миллионов злотых. Все полностью, вот эта вся территория.
27 миллионов злотых стоило это все строительство. Немало касса. Ребята, это просто что-то нереальное. Очень-очень интересно. Когда еще занимаешься сам этим аграрным бизнесом, это просто. Просто есть уже... Офисы? Нет, Кухня? Кухня такие... Для сотрудников. Для сотрудников, которые тут работают. Тут есть офисы, которые сотрудники все. Сколько в общем числе сейчас работает людей здесь, всех сотрудников у вас? Сейчас работает где-то 15 человек. 15 уже работает, да? Наш офисный зал. Здесь собираете конференции, переговорки. Переговорки, как в большем количестве людей мы начинаем думать тоже об этом, потому что 15 человек плюс. Мозговой штурм такой, да? Мозговой Что лучше, штурм. куда лучше делать? Пару человек из университета потом приезжает, и мы начинаем думать, в какую страну надо двигаться. Все вместе. Все вместе, да. Если зрители будут писать комментарии на ютубе по поводу там технологии, по поводу Мзури, которая интересна, вы готовы были на самые интересные просто в комментариях ответить, например? Да, без проблем. Я буду отвечать на вопросы, то проблем никаких. Супер. Поэтому, друзья, пишите комментарии, и Марик лично на самые толковые и интересные вопросы ответит вам. Да, у вас еще есть хозяйство, вы же фермер сам. Сколько у вас гектар хозяйства всего полей? Всего 1200 гектар, в которых работают 2 человека. И, потому что из Мзури. Уже бы сказал. Это на самом деле очень крутая технология, и вот Марик еще позже объяснит. Да, мы потом поедем, или поедет человек, от Покажет, меня, который вам покажет уже детально хозяйство, покажет. Супер, что- это потому круто. что- За экскурсию. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, колокольчик, и будем делать вот такие вот крутые интервью.